формат ЕГЭ, по крайней мере, с выбором, с закрытыми решениями, он противоречит сути химии. А открытые решения, они требуют такой квалификации проверяющих, которой большинство проверяющих нет. Итак, ЕГЭ это зло. А вопрос, почему сдавшие ЕГЭ по химии не знают, задаю Денису Михайловичу Жилину. Это кандидат химических наук, руководитель проекта «Неокр» в компании «Научные развлечения» и руководитель лаборатории естествознания культурного центра ЗИЛ. Он автор ряда научно-популярных и педагогических публикаций и автор учебников по химии, также педагог с 20-летним стажем. Последний вопрос, который я хочу задать, ваше отношение к ЕГЭ, и все. Ну давайте это самое. И на этом мы закончим. Так, ну давайте тогда, значит, пока он остынет, я отвечу на ваш вопрос про отношение к ЕГЭ. Значит, да, мое отношение к ЕГЭ, ну, на чисто эмоциональном уровне меня с него тошнит. Потому что совершенно тупые, неинтересные задачи, которые требуют натаскивания на них школьников, постоянного, так сказать, повторения одного и того же, от чего в какой-то момент начинают сводить зубы. Ну, сейчас, хоть слава богу, у нас начинают отходить от этой задачи с выбором ответов, которая вообще мало о чем говорит. То есть, ну да, конечно, то есть изначальная идея ЕГЭ, понятно, это как-то разранжировать, так сказать, всех школьников по уровню знаний, но последний раз, например, я видел... Вроде не треснул. То есть, да, в принципе, да, ЕГЭ это некий инструмент педагогического измерения, да, причем измерение, по идее, это вот человек должен понять как бы свое место в популяции, то есть, грубо говоря, он знает лучше, чем большинство людей из популяции, хуже, чем большинство людей из популяции и так далее. Для этого существуют там всякие модели, всякие средства обработки, но значит, и вот методы пересчета первичных баллов в итоговые. Но последний раз методика пересчета первичных баллов в итоговые публиковалась в 2009 году, если мне не изменяет память. И вот, как бы, в том тексте, что был по этому поводу написан, писалось, что мы используем так называемую Item Response Theory, то есть теорию ответов на отдельные вопросы. Item Response Theory предполагает, что мы, грубо говоря, оцениваем сложность каждого вопроса по тому, как его выполнила вся популяция, то есть все сдававшие ЕГЭ. И, грубо говоря, то есть если ребенок выполнил сложную, соответственно, если задача оказалась сложной, то есть на него ответил мало кто, то ребенок, все-таки выполнивший, получает много баллов. Да, если задача оказалась простая, то есть ее выполнили все, ребенок, выполнивший, получает мало итоговых баллов. Но формула, которая приводилась для расчета, это была формула, она пересчитывала итоговый балл суммарный. То есть не итоговый балл по каждой задаче, а итоговый балл суммарный, что противоречит, в общем-то, идеям Item Response Theory. То есть у меня такое ощущение, что те, кто занимается пересчетом итоговых баллов в конечной, да, пересчетом первичных баллов в итоговые, они вообще сами очень плохо понимают теорию педагогических измерений, вообще плохо понимают, чем они занимаются. Вот. Что касается химии, то там накладывается еще дополнительная проблема, что химия – это вообще наука нечеткая. То есть любая реакция, она в зависимости от условий может идти так, может идти сяк, может идти это. И на любой вопрос вот, примитивный ЕГЭ по химии я могу подобрать ситуацию, когда предлагаемый ответ будет неправильным. Или правильным будет тот ответ, который считается неправильным. Ну, например, что там, при реакции нитрата серебра с хлоридом натрия выпадает осадок. Да, вроде как это всем известно, это все делают, но я могу подобрать такие условия, что осадок выпадать не будет. То есть, если мы будем капать нитрат серебра в насыщенный раствор хлорида натрия, никакого осадка там выпадать не будет, потому что там будет образовываться комплексное соединение. И так везде. Вот, и в этом плане, скажем, мне очень нравился
когда еще до введения ЕГЭ на химфаке были вступительные экзамены, там была замечательная задача: обсудите возможность взаимодействия. Берутся два вещества, ну и там как раз предполагалось, что школьники, абитуриенты, в зависимости от условий, говорят, что там можно. Что там может быть. Причем больше разумных, так сказать, предположений, тем больше баллов. Понятно, что это не формализуется, потому что любой ребенок толковый может предложить какие-то, так сказать, идеи, которые не приходили в голову составителям этой задачи. Вот. Понятно, что это требует высочайшей квалификации, хорошего знания химии проверяющих. Оно, к сожалению, большинство учителей химии даже не знает химию на таком уровне, чтобы вот понимать все тонкости взаимодействия. Вот. И в результате у нас, собственно, химия как наука, она выхолащивается. То есть химия представляется однозначной наукой, она абсолютно неоднозначна. Вот, поэтому формат, пожалуй, ну, если, скажем, в случае математики, там вот ответ однозначный, да, ну, там, применили формулу, да, посчитали, получили, то в случае химии однозначных ответов нет в принципе. И поэтому вот формат, так сказать, требования, формат ЕГЭ, по крайней мере, с закрытыми решениями, он противоречит сути химии. А открытые решения, они требуют такой квалификации проверяющих, которой большинство проверяющих нет. Поэтому ЕГЭ и химия — это вещи не совсем удачные. С другой стороны, учитывая количество вузов, в которые надо сдавать химию, мне кажется, что проще просто ставить в эти вузы химию как вступительный экзамен свой и пускай сдают как-то. Ну, хотя там, конечно, тоже есть свои отрицательные стороны.